Всем привет, с вами iFreestyle, меня зовут Игорь Олейник. В этом выпуске я расскажу вам про новый Nike Mercurial. Обзор получился у нас очень насыщенным и разнообразным. Если вы готовы, тогда мы начинаем. В наше время запуск нового продукта сопровождается глобальной маркетинговой кампанией. Чем он популярнее, тем масштабнее реклама. Ничего нового. Сегодня мы поговорим про новый Nike Mercurial. Самые популярные бутсы из всей линейки Nike, а может быть даже из всех бутс. Но их успех связан не только с сложными деньгами. Иногда продукт перерастает в нечто большее, в отдельное направление или бренд, как, например, Air Max или Jordan. Компания стремится создать не просто футбольную обувь, а сделать из этого стиль жизни. Кстати, у нас есть возможность их разыграть. Все правила я расскажу в конце этого видео. Поэтому никуда не переключайтесь, ставьте лайк под этим видео и наслаждайтесь обзором. Создавать новый концепт всегда сложно. Вот, казалось бы, что еще можно изменить в этой бутсе? Я расскажу вам несколько фактов о Mercurial, которые в корне изменили всю индустрию. До 1998 года все бутсы были кожаные. Именно в этом году на чемпионате мира Роналду впервые появляется в синтетической новой модели Mercurial и полностью меняет правила игры. Замена материала позволила улучшить футбольную обувь. В 2002 году снова происходят глобальные изменения. Полностью убирается прострочка. Дело в том, что после нескольких тренировок кожаные бутсы разбиваются и теряют свою форму. Именно прострочка позволяет сохранить ее. Соответственно, в новых моделях она уже не актуальна. С каждым годом Mercurial совершенствовался и улучшался. Было много экспериментов с материалами. Думаю, вы помните карбоновую пятку и другие всякие новшества. Но действительно революционных изменений не было. В 2018 году, к 20-летию линейки Mercurial, компания Nike попытались сделать что-то особенное, сделать что-то революционное. И как вы правильно поняли, я говорю о подошве. Но к этому мы еще вернемся. Mercurial всегда отличались комфортом и легкостью. Мне вообще не пришлось разнашивать эти бутсы, так как они выполнены полностью из мягкого материала. Эта модель носит название 360. Знаете почему? Потому что она полностью выполнена из фланита. У меня сразу возник вопрос. Фланит на подошве? Серьезно? Он же сразу же протрется. На что мне ответили, что материал пропитан специальным веществом, которое защищает его. Следующий вопрос, который меня интересовал, будет ли прижигать ногу от сильного удара. Я пригласил хорошо знакомого вам кипера Женька. Также я позвал своего друга Никиту. Кстати, он является профессиональным футболистом. Совсем недавно он вернулся со сборов. И у нас было немного времени поснимать. Хочу сказать, что Жека был явно в ударе, потому что ему было не так-то легко и забить. Хорош. За всю нашу серию я ни разу не почувствовал боли. Зато я отлично чувствовал мяч, свои ноги. У меня нет никаких вопросов или претензий. Но это только удары. Какой же футбол без тыков? Да тут рукой можно надавить и причинить боль. А представьте, если вам наступит шипами на носок. Они очень тонкие, это, конечно, плюс, но в то же время больно, когда наступают на ноги. Ну, это футбол, без этого никуда. Но давайте более подробно разберем, чем же эти бутсы выделяются среди других. Как я уже и сказал, они полностью выполнены из фланита. Мне даже интересно, что будет с этими бутсами после их активного использования. Ведь одно дело играть на натуральном газоне, а другое на искусственном. Второе – это подошва. Как вы видите, центральную часть просто-напросто убрали, тем самым сделав бутсу еще легче. Да и вообще, если честно, вы держите эту бутсу в руке, и вы практически не чувствуете ее вес. А когда она у вас на ноге, так и подавно. В них даже фристайлить можно. Продолжая тестировать бутсы, мы устроили небольшой челлендж. Женя делает пас верхом, мы принимаем, и в несколько касаний должны забить гол. У каждого по 3 удара.
Это просто нужно было пристрелять. Хорош, Жека! Жека! Не знаю почему, но мне было сложно принимать внутренней стороной стопы. Такое ощущение, будто вот эта область намного меньше, чем обычно, и мяч у меня просто-напросто соскакивал. В общем, пора подводить итоги. Такое удовольствие обойдется вам 18 тысяч рублей. Стоят они этих денег? Я не знаю. В общем-то, мне не нравится. Я нигде не играю, я снимаю только ролики для ютуба, поэтому я могу не бояться получить по ногам. Мяч у них чувствуется превосходно, для меня это огромнейший плюс. Также можно выделить расцветку, она очень яркая. Особенно, когда смотришь какой-нибудь матч Лиги Чемпионов, то сразу можно их заметить. Через несколько минут Марко Асенсио простреливает штрафную, и мяч коленом в ворота соперника отправляет Криштиану Роналду. Дубль! Мне интересно, что вы думаете по поводу этих бутс. Пишите ваше мнение в комментарии. Ну а я пока расскажу вам правила конкурса. Все просто. Подписываемся на наш канал, ставим лайк под этим видео, нам потребуется их 10 тысяч. А также в комментарии пишем, что еще можно изменить в этой бутсе. Что можно добавить, чтобы сделать ее еще лучше, еще более революционной. Как только это видео набирает 10 000 лайков, то мы с ребятами из офиса Nike вместе выберем самый креативный, самый необычный ответ и отправим счастливчику эти бутсы. Я надеюсь, вам был полезен этот обзор. С вами был Игорь Олейник. Подписывайтесь на мой инстаграм. Всем пока!